Глагол «писать». Все знают глагол «писать», но не все знают, что у этого глагола есть несколько значений. Поговорим сегодня о том, какие эти значения и как они отражают нашу культуру. Изначально глагол «писать» означал покрывать узорами, украшать. Когда мы говорим о Рафаэле, Ван Гоге, Васнецове, конечно, мы будем использовать глагол «писать». Это более высокий, профессиональный уровень. Художники не рисуют картины, художники пишут картины. И в то же время я, как непрофессиональный художник, я рисую, дети тоже рисуют. Со временем мы начали использовать этот глагол в отношении текстов. Буквально, когда писатель пишет, он как будто покрывает узорами, украшает. Что интересно, словом «писатель» стали называть не того, кто пишет картины, что было бы логичнее, так как это значение было первым, а того, кто создает текст. Это показывает нам, что в нашей культуре роль писателя ценится сильнее, и недаром говорят, что Россия — это литература-центричная страна. Достоевский, Чехов, Маяковский. При этом писателя мы можем называть и художником. Здесь эти слова работают как синонимы. Но вот художника мы не можем называть писателем. Здесь вас просто не поймут. Итак, второе значение глагола «писать» — это создавать текст. Писать письмо, писать книгу. И, наконец, третье значение — это создавать аудио, видео, текст. Писать звук, писать голосовое сообщение, писать видео, писать пластинку, писать музыкальный альбом. На днях мы открыли книгу Замятина «Мы». И вот что мы увидели там. Роман структурирован по главам. Эти главы называются записи. Запись 1, запись 2 и так далее. Как вы уже знаете, у глагола «писать» есть несколько значений. Поэтому отсюда возникает вопрос, какие это записи? И действительно, мы можем понимать это по-разному. Я могу представить, что это записи в дневнике, как небольшие тексты, которые пишутся каждый день, и эти записи и создают ту книгу, которую мы читаем с вами. А вот режиссер немецкой экранизации понимает по-другому. Он использует третье значение глагола, поэтому фильм начинается с того, что герой читает текст в микрофон. Это аудиозапись. И режиссер прав тоже. Экранизация романа Евгения Замятина. Я просто списываю слово в слово то объявление, что сегодня напечатано в государственной газете. Через 120 дней заканчивается постройка интеграла. Близок великий исторический час, когда первый интеграл взовьется в мировое пространство. 1000 лет тому назад ваши героические предки покорили властью единого государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг — стеклянным, электрическим, огнедышащим интегралом проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде чем обнажить оружие, мы испытаем силу нашего слова. От имени благодетеля объявляется всем номерам единого государства. Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения, прославляющие красоту и величие единого государства. Это будет первый груз, который понесет интеграл.
Да здравствует единое государство! Да здравствует номера! Да здравствует благодетель! Роман «Мы» Евгения Замятина – это антиутопия. Роман был написан в 1920 году, но в СССР он долго не печатался, потому что считался идеологически враждебным, неправильным. Книгу перевели на английский язык, и ее смогли читать по всему миру. Именно этот роман вдохновил многих писателей XX века, среди которых и Олдос Хаксли, и Джордж Оруэлл, и Курт Воннегут. После у них появились романы, которые наоборот пришли к нам. Например, известный 1984, который мы читаем и любим до сих пор. Тема, которую поднимает Замятин, все еще актуальна. И в этом году даже ожидается показ новой экранизации по мотивам книги. Поэтому есть повод читать роман и идти в кино. А на этом сегодня все. Спасибо за встречу. Пока-пока. Великая война в прошлом. Мы построили новый мир. Мир счастья и гармонии. Идеальный мир. Вы слышали сказку древних про то, как первые люди потеряли свой рай? И я никому не позволю разрушить наш. Кто она? И я уверен, мы победим. Потому что разум должен победить.